Добрый день, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы рассмотрим с вами урок, да, скажем так, у меня есть тут небольшое изготовление, изготовление будет, я вам потом покажу, сачка для ловли живца, попрошу там хозяина этого сачка снять нам видео, да, как это происходит. На примере я не только сачка покажу, а на примере, скажем, если делать мережи, да, или какие-то вещи, да, скажем, мелкоячеистая дель, да, к примеру, каким швом там, скажем, да, или как это делается, пришить, допустим, юбки, берем дель, да, подвешиваем, и к этому краю, здесь будем делать что? К этому краю я буду более толстая дель, 1,2 мм нитка, и буду сюда к ней подшиваться более тонкую дель, 8 мм, да, там нитка 0,45, более тонкую дель. Первую ячью захватываем, как обычно, узлом, да, чтобы пристегнуться. Пристегнулись мы. Теперь берем другую дель. И другую дель с краю начнем ее подшивать. Будем же подвязывать вот эту дель, более тонкую. Вставляю в ячью, просто вставляю в ячью, подвожу, скажем, и делаю вот такой захват. Вот так вокруг ее. Подвожу там сантиметр, который необходим, да, и закрепляю. То есть вот такой, скажем, таким узелком будем мы сшивать эти два полотна. Более тонкая дель, которая используемая, да, будем добавлять немножко. Технология не как с сетями, можно как с сетями, я вам показывал, сшивать, да, как сети сшивать, но это будет более грубый узел здесь, если это сшивать как с сетями. Еще раз вам покажу. То есть продеваем снизу в эту и вот так просто накидываем, да, выравниваем вот это сколько необходимо, там, сантиметр или там 0,8, но это на мелкой дели так. Затягиваем, затянули, да, потом вверх поддели ячью, да, поддели ячью, и вот так его сюда затянули. То есть это применение вот так идет непосредственно, да, это уже на мелкой просто ячейности, на крупной ячейности то же самое, что сращивали мы с вами сеть.
Ну, когда там подойду, сошью, покажу, то уже непосредственно посмотрим, что из этого получится и что я буду делать. Мне необходимо сшить эту дель 5 метров. 5 метров в жгуте, вот таким швом, 5 метров в жгуте. Ну вот получается вот такой вот шов. Вот такой шов получается, сращивание непосредственно дель, допустим, или, к примеру, юбка, или вот как я делаю 2 дели. Да, и так далее. Потом я покажу, что там дальше буду делать. Ну вот, вот таким образом, то есть уже провязал побольше, да. Готовится, скажем, пришивается юбка к чулку рыболовной мережи. То есть рыболовные мережи непосредственно, допустим, если мелкая ячея. Если мелкая ячея, мелкую ячею, еще тут посмотрите маленечко, мелкую ячею делали как-то мережу 0,5 миллиметров. 0,5 миллиметров. То есть очень как бы там иглой все приходилось делать. И метровая она была по высоте. Это приезжали, заказывали. Но они и сейчас подъезжают, им некоторая необходимость есть в изготовлении таких мереж экологи. Вот такие, видите, не только, скажем, браконьеры рыбачат, да, этими снастями, но и экологическая служба, которая отслеживает непосредственно у атомных станций. Я не знаю, что они там именно делают, но я знаю, что они производят отлов малька, там его что-то взвешивают, там что-то определяют его, потом отпускают. И именно около электростанций они ставят эти мережи. То есть они заказывают, у них там договоры, контракты. Вот экологи именно отслеживают этот момент на электростанциях. Все, спасибо за внимание. Всем удачи, хорошего дня.